Итак, мои хорошие, считаем пройму нашу. Я довязала вот 29 сантиметров до вот этой точки. Сейчас мне нужно делать пройму, которую я все-таки решила 4 сантиметра делать, а 4 сантиметра по плотности. Фух, заряжается телефон. Ладно, сейчас так. 4 умножить на 8. Ну, это приблизительно 7-8 петель. Я сейчас так вот 4, 6, 8. Да, я так и сделаю. В общем, я сделаю 8 петель здесь пройму. По 8 петель. Вы можете сделать меньше. Тут зависит еще от ширины вашего плеча. Если у вас широкие плечи, то сделайте меньше. Если узкие, сделайте больше. Так, закрываем. Кромочную снимаю. В начале ряда 2 вместе, после кромочной я провязываю. И в конце ряда после кромочной. Изнаночный ряд провязываю, как провязываю. Вот. В лицевом следующем ряду снова делаю эти сокращения. Вот, я довязываю до конца ряда. И здесь вот тоже закрываю перед кромочной, вот так поворачиваю. 2 петли вместе лицевой. Теперь, что я делаю? Здесь у нас сокращение. Значит, 1 петля у нас осталась от раппорта. Мы ее оставляем. Но так как в следующем лицевом мы будем закрывать еще одну, то я провязываю еще как бы изнаночной 1 раппорт. Вот, потому что здесь у нас будут сокращения. Вот, это чтобы нам не сбиться с курса. И только потом начинаю делать, вывязывать узор по 2 вместе. Потому что здесь у нас как бы есть сокращение, но нет добавлений. И мы можем легко потерять петли.
вот в конце ряда тоже, видите, вот кромочная, вот эта петля, где было 2 вместе, и 2 петли я оставляю, не провязываю вместе со следующего раппорта, ну, целый раппорт, да, 3 петли тоже провязываем, потому что вот в лицевом ряду, смотрите, у нас опять мы провязываем 2 вместе, вот, и только потом уже начинаем делать наш узор. Вот. Так, 8 раз я делаю сокращение, потом вяжу ровно, пока у меня от вот этой точки начала сокращения до конца проймы не будет 24 сантиметра. Вот таким вот образом я продолжаю. Девчонки, всем привет! Сразу прошу прощения за мой голос. Как-то у меня выходные провелись неудачно. Вот, значит, на чем мы остановились? На вязание до вот этой вот точки. Сейчас мы с вами посчитаем горловину спинки, горловину передней детали и скос разобьем по петлям. Итак, я вот чуть накидала перед. Что у нас дано, девчонки? Начала изучать. Я думала, если честно, то тут передняя деталь, вернее, горловина разная. Вот даже схемку нарисовала. По ширине визуально это шире, вот это уже, да. Но вот, вы знаете, приблизила я и посчитала вот эти дырочки. Ну, тут просто неудачно нарисовала, надо было вот так вот дальше. Вот здесь вот посчитала дырочки. И потом здесь посчитала дырочки. Видите, вот здесь вот больше растянуто, мне кажется. Ну, возможно, на один раппорт всего лишь больше. Сейчас посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ну, пусть вот так вот 14. И пусть сюда уходит, там же просто не видно, 15. А здесь, вот оно здесь опускается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И вот там вот одна 15. То есть то же самое. Если визуально это кажется, что это меньше, но она стянута за счет вот этой стойки горловины. Всего лишь. Ну, то есть по этому я не вижу. Хотя вот видите, плечо тут как бы спущено. Тут не знаю. В общем, может размер не тот. Ну, в итоге, к чему я пришла? Что горловина одинакова. Померила я по сантиметрам. Вот так вот приблизительно то, что я хочу. У меня получилось 22 сантиметра. Плюс там обвязка еще будет на 3 сантиметра. Ну, вот ширина отсюда до сюда 22 сантиметра. Пересчитала на свою плотность. Вот она у меня. 18,3. И у меня получилось 40 петель. То есть ширина моей горловины 40 петель. То же самое переносим на спинку. Что у нас с высотой? Тут тоже интересный момент получился. Ну, так как у нас как бы и плотность-то не такая. Ну, в общем, смотрите, 1, 2, 3. 3 раппорта всего у нас на горловину переда. Что мало. Безумно мало. Это 4 сантиметра. Как по мне, это вообще... Еще если для этого нормально, то для второго ненормально. Но дело в том, что у него же и плотность другая. Поэтому ориентируемся на сантиметры. Вот здесь визуально, я так смотрю, 7 сантиметров, не меньше, а то и 8. Ну, 7 это 100% там есть. Поэтому я пересчитала. Глубина горловины 7 сантиметров. 20 рядов. То есть в свою плотность я посчитала по высоте. Это 20 рядов у меня 7 сантиметров. Так. Далее, здесь высота, здесь вообще смешная история получается. Вот смотрите, здесь у нас, если считать, смотреть по вот этому оригиналу, то вообще 4 ряда, что для меня совершенно неприемлемо. Я оставила 6 рядов, то есть 2 ряда это у нас по центру закрытия, 2 ряда 3 петли и 2 ряда 3 петли. Уже и насчитала, девчонки, чуть вас не запутала, я-то посчитала 22 петли почему-то вот здесь вот. Все пересчитала. Теперь в петлях. Что у нас? По центру мы закрываем 20 петель. И вот здесь вот 2 раза по 5 петель для вот этого плавного схода, скоса.
По горловине мы распределяем вот эти 40 петель. 16 по центру. И далее 4, 3, 2, 1, 1, 1. Вот по такому принципу. У вас примерно то же самое. Я предполагаю, что у вас, ну, возможно, большая плотность. Тогда можно вот здесь, если большая плотность, 5, 4, 3, 2, 1. Вот, ну, по принципу круглой горловины. А здесь разбить, кстати, можно 8 рядов сделать горловину. Хотя, вы знаете, если что, девчонки, спрашивайте под видео, будем думать. Если у вас кардинально другая плотность вязания, то пишите под видео, будем думать. Значит, вот таким вот образом я распределила. Далее, что у нас? У нас 12 рядов на скос плеча. Вот, теперь мы считаем, сколько же у нас уходит на плечи. Значит, у меня вот здесь вот, после сокращений было 110 петель. 110 петель минус 16 петель я сократила для проймы, и равно 94 петли. 94 петли. Так, из которых 94 минус 40 петель на горловину уходит, равно 54. Вот, которые мы делим на 2. Это получается 27 петель наше плечо. Вот. 27 и 27. Это число нам нужно разделить на 12 рядов. Это значит, что через ряд у нас будет делаться сокращение со стороны петля. Плечи. Значит, 12 разделить на 2, то есть 6 сокращений у нас всего будет. И 27 нам нужно разделить на 6. 24 равно 24. 6 у 4, 24 равно 4. То есть 4 петли, то есть сокращаем мы 6 раз по 4 петли, и плюс у нас остается 3 в остатке. Значит, мы их раскидаем по одной петле на 3 раза. Значит, у нас будет 3 раза по 4 петли и 3 раза по 5 петель. То есть 15 плюс 12, 12, 15. Это у нас есть наши 27. То есть скос плеча, что у нас получается? 4, 4, 4, 5, 5, 5. Вот наш скос. Понятно. То же самое на передней детали. Всего 12 рядов. Значит, что у нас здесь получается? Вот сейчас мы довязали до плеча и начинаем делать скосы. Здесь 4, 4. Тут в лицевом, в изнаночном, в лицевом, изнаночном провязываем 12 рядов. Ой, 6 рядов. Всего их у нас 12. Вот когда мы провязали 6 рядов, по 3 сокращения сделали. Вот четверку, когда мы сделали 4, 4, 4 с обеих сторон, вот здесь и здесь, мы начинаем делать горловину. Вот. А здесь по плечу мы будем сокращать по 5 петель. Понятно. Вот. Это теория. Теория горловины переда. Мы вяжем переднюю деталь не до вот этой точки, а ниже. Вот. Чтобы когда первой вы свяжете спинку, и у вас получится количество рядов вот до вот этой точки плюс 12 рядов. И вот это от этого общего количества по спинке вы отнимаете 20 рядов глубина переда. И вот на этом расстоянии вы уже будете знать отсюда, сколько у вас рядов, вы начинаете делать горловину переда.
Вот вы ее начали делать, разделили на детали, довязали до вот этой точки, переднюю деталь. Вот. И с этой точки вы там либо еще сокращаете, либо уже вяжете ровно. Но уже делая, разделим на две части. Ой, разделено оно было изначально. Но вы начинаете делать скос плеча. Вот, я думаю, понятно. Так, девчонки, это расчет теория. Теперь контрольный вопрос. Нужно вам снимать вот это этот процесс вот на детали, как закрывать, как разделять, потому что я уже измучилась одну и ту же на все совместники снимать. Но, в принципе, это не проблема. Я подожду вашей реакции до завтра. И завтра сниму, если нужно это прям снимать и закрывать и разделять. Или вы на таком уровне, что вам достаточно вот это посчитать и вязать дальше. Потому что вижу, девочки уже прям связали, и горловинку связали, и все связали. Вот. Такой вот вопрос на сегодня. Такие вот у нас расчеты. По-моему, я все посчитала. В общем, вы основываетесь на ширину, на высоту. Конечно же, вы можете сузить, вы можете сделать меньше. Вот, я сам принцип расчета посчитала. Но я, конечно, основывалась на фотографиях. Просто визуально на фотографиях. Поэтому у меня вот так вот. Вот, жду вопросы и жду ответ на мой вопрос.